Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Двигаться это для друзей, партнеры сидят друг на друге. Девятое место. Посмотрите на них, флиртуют тут. Никакого уважения к одиноким. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему, как один прямой эфир Намджуна спровоцировал панику о распаде BTS и драме Вигу. Полный разбор ситуации. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Вчера автор данного поста увидела на YouTube видео годичной давности, в котором парень показывал дома айдолов. Он был в Итэвоне и собирался пройти мимо нового дома Чонгука. В видео парень сказал, что это место находится всего в 10 минутах от дома Чонгука. И самое интересное, что место, находящееся в 10 минутах от его дома, то же самое место, где Тэхён снимал видео о первом снегопаде. Седьмое место. Глаза — зеркало души. Шестое место. Поведение пары. Значение «любовь» можно увидеть в взгляде. Тэхён показал нам этим прекрасным взглядом на Чонгука. Красивые и влюбленные. Пятое место. Показывать любимые родинки друг друга, иметь свой тайный знак – это именно про них. Четвертое место. Забота. Момент, когда Тэхён чувствовал себя плохо в аэропорту, а Чонгук всем своим существом сопереживал своему человеку, защищая его от окружающих.
Третье место. Новости. Вот такая впечатляющая статистика активности Тэхёна за последние годы. От амбассадорств и журналов до живых выступлений, съемок и регулярных обновлений, его график буквально расписан по дням. Каждая строка в этом списке и каждый значок в календаре – доказательство того, насколько мощно он развивается как независимый артист. Тэхён работает без остановки, и результаты говорят сами за себя. Надежный план. Выкидываем свою курточку, получаем куртку своего парня. Вспомним слова Тэхёна: «Скучали по мне». По этой причине я здесь, вышел в эфир, чтобы увидеться с вами. Если честно, мне очень жаль. Не только за себя, но и за всех нас, за нашу группу. За 1,5 года службы в армии, за весь тот период с нашей последней групповой активности. Будь то концерт или выпуск альбома, прошло очень много времени. Несмотря на то, что АПМу ждали все эти 1,5 года, во время нашего призыва, мы так и не смогли сразу выпустить альбом, выступить или снова начать активно работать, и мне правда очень жаль. Мы обязательно поговорим на эту тему с участниками, но, честно говоря, каждый из них очень хорошо понимает, что чувствует АПМу. Каждый из нас слишком хорошо знает, через что вам пришлось пройти и как терпеливо вы ждали. Именно по этой причине я по-своему стараюсь изо всех сил. Сразу после демобилизации я уже стоял перед камерой один, пусть тогда вы еще не видели всего того, что я готовлю. Когда говорят, что готовка – не мужское дело. Креативные прически Чангука. Отличная динамика. Тэхён тоже не отстает. Такие милые прически. Намджун выходил на Вево с эфиром. Вот что важно знать. Это был не анонс и не шоу, а скорее тихий, уставший, но очень искренний разговор. Без прикрас и громких заголовков, просто Намджун, который хочет быть понятым. О главном, почему так долго? Он прямо сказал, они хотят работать и выступать не меньше нашего. Но после паузы все нужно выстраивать заново,
От танцевальных тренировок, которые уже идут, до масштабных планов. Big Hit сейчас большая публичная компания, и решения принимаются сложнее. Даже если хочется быстрее, не всегда получается. О своей роли важное заявление. Я больше не представляю всю группу как ее лицо. Я один человек. Он объяснил, что эпоха, когда он один ходил в офис и решал вопросы за всех, закончилась. У каждого теперь свой путь, своя индивидуальность, и это нужно уважать. Что происходит с BTS сейчас? Идет работа над новым альбомом. С конца ноября активно возобновили танцевальные тренировки, к ним постепенно подключаются все участники. Идут постоянные обсуждения будущего контента и коллабораций. Они снова вместе снимаются, и это, по его словам, дарит огромное счастье после тяжелого периода остановки. Личное и сокровенное. Он делится тем, что и сам учится жить в новых реалиях, осваивает короткие форматы, хотя и переживает, что это может выглядеть как попытка омолодиться, получает водительские права, размышляет о том, что значит жить правильно в 33 года. Просьба к фанатам. Он мягко, но твердо попросил не искать других участников в его личных эфирах. У всех есть телефоны, когда захотят, выйдут сами. Это вопрос уважения к личным границам. Главный посыл этого эфира – не ждите еще, а давайте пройдем этот путь вместе, с пониманием. Он не просит слепо ждать, а просит доверять, даже когда процесс не видим. И заверяет, что их любовь к команде и к фанатам – та самая сила, которая позволяет двигаться дальше, несмотря ни на что. Слышите вой? Это я вою на Луну, потому что я дико соскучился по Тэйкук. Слезы Тэхёна за кулисами концерта Джина после того, как увидел любимых фанатов. Концерт Джина прошли в ноябре, что стало горячей темой среди фанатов по всему миру. А 6 числа на официальном YouTube-канале группы были опубликованы кадры из-за кулис концерта. На видео видно, как Тэхён перед выходом на сцену наблюдает за приветствием фанатов из-за кулис. Охваченный эмоциями при виде поклонников, по которым он скучал во время долгого перерыва, он вытирает слезы. Этот трогательный момент продемонстрировал братскую связь между двумя участниками и искреннее желание возвращения на сцену Тэхёна. Затем он взял Джина за руку, и они поднялся вместе, чтобы воссоединиться с фанатами. Тэхён нежно спросил Джина: «Я хорошо справился?» На что Джин тепло ответил: «Ты справился очень хорошо», после чего легко улыбнулся. В течение нескольких часов после публикации видео быстро распространилось по внутренним и международным сообществам, а связанные с ним хэштеги стали очень популярными на Твиттере. Зарубежные фанаты выразили глубокий резонанс, комментируя: «Видя этот момент, у меня ком в горле. Эта сцена показывает, насколько глубока дружба Тэхёна и Джина». Особенно среди фанатов из Латинской Америки, США и Европы в комментариях часто упоминались слезы на глазах у Тэхёна после выступления Джина, и часто говорилось: «Именно поэтому мы ждем воссоединения полного состава группы после военной службы». Концерт Джина, который состоялся в ноябре, был посвящен Джину и привлек значительное внимание благодаря выступлениям других участников и огромной поддержке со стороны фанатов. В опубликованных кадрах репетиции также запечатлен Тэхён, репетирующий Love Me Again. Несмотря на то, что он репетировал для концерта впервые за много лет, его голос по-прежнему звучал прекрасно, что было высоко оценено. Один из фанатов выразил свои чувства так: «О, мое сердце, Тэхён, я видел, слышал и чувствовал тебя всей душой. Твоя любовь так чиста в этом мире, и ты самый дорогой человек, которого я знаю», выразив свои глубокие эмоции.
Другие фанаты также хвалили его, говоря: «Певец Ким Тэхён имеет поистине божественный голос и прекрасная душа Тэхёна». Группа планирует полное возвращение группы в 2026 году, и крепкая связь между участниками, продемонстрированная на концерте Джина, вызвала большое воодушевление у фанатов. Батут и попрыгун. В интервью Luminate генеральный директор Hype Ли Дже Санг подчеркнул, как песня Чангука Seven стала самой быстрой песней, достигшей 1 миллиарда стримов за короткий промежуток времени, и оставалась в глобальных чартах более 120 недель, даже побив рекорд почти 2 года спустя. Такая огромная разница между этими «до» и «после». Как же в разлуке, даже совсем небольшой, Чангук скучает по Тэхёне, и он без него. Сказал, что сегодня будет отдыхать. Хорошего ему отдыха в безопасном месте. Поддержки Тэхёна от ВБАР. В честь дня рождения Тэхёна мы установим гигантскую 6-метровую куклу в парке Йейда-Ханган, одном из самых оживленных районов Сеула. Кукла будет установлена перед круизным терминалом Ханган, знаковой достопримечательностью парка и одной из главных достопримечательностей Сеула. Площадка для куклы, несомненно, является самым посещаемым местом в парке Ханган. Здесь никогда ранее не проводились мероприятия поддержки от фанатов, что делает Тэхёна первым артистом, чье мероприятие прошло в этом ключевом районе Сеула. В то же время на новом трехстороннем гигантском панорамном экране будут демонстрироваться рекламные материалы Тэхёна. Будучи одним из ключевых новых проектов после запуска автобуса Ханган, этот панорамный экран — единственный большой открытый экран в парке и популярная рекламная площадка среди брендов премиум-класса. Вне официального контента. Моя любимая динамика. Тэхён с длинными волосами – это произведение искусства. Тайваньская армия когда-то увековечила имена Тэхёна и Чангука на молитвенной лампе Гуанминдэн,
также известный как лампада мира или вечная лампада. Эту лампу зажигают в храме, чтобы молиться об удаче, безопасности и здоровье для них. Жара, которая растопит любой снег и разгонит холод. Из-за своих стандартов красоты Корея забывает о том, что по-настоящему сексуально. У него такая красивая улыбка. Я невыносимо люблю его любовь к цветастым узорчатым рубашкам. Давайте вспомним этот личный момент, когда Чангук заботится о Тэхёне, и выглядит это не игрой на камеру, а чем-то, что бывает в обычной жизни. После того, как Ким Тэ-хён опубликовал свою ретроспективу на Spotify, жанр bedroom pop стал одним из самых обсуждаемых в мире. И этот жанр действительно соответствует музыкальному творческому процессу Тэ-хёна. В его дискографии есть песни, рожденные в этом интимном и творческом процессе. Bedroom pop — это лоу-файный и камерный музыкальный жанр, характеризующийся домашним производством. Название происходит от того, что песни часто записываются в спальнях, домашних помещениях или домашних студиях, а не в традиционных профессиональных студиях. Bedroom pop больше связан с философией продакшена, чем с одним строгим жанром. Bedroom pop отличается сырым и часто экспериментальным звучанием, где музыканты полностью контролируют сочинение, запись, продакшн и даже распространение своей музыки. В нем важна как эстетика продакшена, так и сам звук, отражая более личный, доступный и менее изысканный подход к созданию современной музыки. Попробуйте выжить после этого. Чангук разделяет чувства Тэ-хёна. На радиошоу ведущий спросил, какую песню вы бы хотели послушать поздно ночью. Чангук включил Blue and Grey. Эта песня очень подходит к атмосфере этого времени года и соответствует второму сезону шоу. Blue and Grey – очень лиричная, трогательная и грустная поп-баллада, написанная Тэ-хёном.
Мемберам она настолько пришлась по душе, что ее включили в альбом «Би», «Тэхён», а «Blue and Grey». Я писал «Blue and Grey» в самое тяжелое время. Это было время, когда я размышлял, стоит ли мне продолжать эту карьеру. Казалось трудно получать удовольствие от работы, и путь, которым я шел, казался бессмысленным. Казалось, что я был в тоннеле и не видел выхода. Думаю, можно сказать, что я не видел пути, по которому должен идти. Это было в то время, когда работать было очень тяжело. Я люблю работать, когда я счастлив и хочу показать лучшее, на что способен, моим фанатам, но нужно было сделать так много всего. Я спокойный человек, но из-за того, что все стало так беспокойно, я сломался. Мне было очень тяжело, и я думал о том, что будет в конце того пути, по которому я сейчас иду. Успех важен, но я решил стать певцом, чтобы быть счастливым, но почему я несчастлив сейчас? Так я начал писать Blue and Grey. Однажды у меня была похожая проблема. Было очень трудно тогда. Но я не мог больше держать в себе эти чувства и подумал, что они могут стать основой для чего-то. Так что я продолжал записывать свои чувства в блокнот и использовал их для стихов песни. Пока делал записи, подумал, что их можно использовать для песни. Написав ее, я ощутил чувство удовлетворения и смог отпустить немного свои Blue and Grey, то есть печальные мысли. Для меня это был способ преодолеть мои проблемы. Тэхён с голубыми волосами и в белом наряде с белой кепкой, такой горячий. Чангук однажды сказал: «Тем, кто ушел, спасибо за любовь и за то, что разделяли с нами эти моменты. Я всегда останусь здесь, чтобы вы могли видеть меня, когда захотите. Вы можете уйти в любое время, но помните, что я буду здесь». Второе место. Это так интимно. Почему я чувствую сексуальное напряжение? Сладкие щечки Чангука так любимы Тэхёном. Первое место. Он так мило к нему подошел. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.